Друзья, всем привет! Недавно поступил такой вопрос, какие клубни, точнее корни клубни наращивает георгин за один сезон. Причем георгин, который выращен из черенка. Сейчас я вам показываю растение, которое выращено из черенка. Я уже, как видите, посадил в грунт. Высотой оно примерно сейчас около 30 сантиметров. Сейчас конец мая, начало июня. Нахожусь я в Московской области. Как размножать георгины с помощью черенков, с помощью зеленых черенков, у меня есть отдельные видео. Кому интересна эта тема выращивания георгин, обязательно его посмотрите. Процесс несложный, но нужно знать определенные тонкости и агротехнику. Я уже установил в качестве опоры колышки деревянной высотой 1,5 метра. И вопрос, который мне задали, я вам сейчас его покажу. То есть вот корешок, который в прошлом году был вот таким же саженцем. Я называю их рассадой георгин. Но вот смотрите, как он сейчас выглядит. Вот также один побег был, как у этого растения. Вот так он вырос за один сезон. Сейчас уже, как видите, хорошие на нем ростки образовались. Сегодня мы его посадим на постоянное место. Покажу вам, как я это делаю. Сложностей нет, но определенные моменты могут вам быть интересны. Особенно для тех цветоводов, которые занимаются выращиванием георгин. Или далии, как еще называют международные названия этих растений, далия. В России их называют георгин. Но также их еще называют георгина в женском роде. Я называю в мужском роде георгин. Так вот такой клубень наращивает черенок. Точнее растение, выращенное из черенка. При условии достаточно частых калийно-фосфорных подкормок. Лучшая подкормка в этом случае будет монофосфат калия. На 10 литров воды добавляю 2 столовых ложки монофосфата калия, хорошо перемешиваю, растворяется быстро и подкармливаю растения. Такие подкормки нужно проводить вот в моих условиях. У меня почвы песчаные, не чернозем. Я таких подкормок делаю как минимум 2, а лучше 3. При условии, если почва бедная. На черноземах, конечно, можно такие подкормки делать реже. Ну, допустим, 1-2. Итак, давайте сейчас посадим это замечательное растение. Корни клубень, как правильно называется. Вот георгин правильно называть не клубни, не корни, а корни клубень. Сейчас посадим его на постоянное место. Подготовил я посадочные ямки. Георгины должны расти на ярком солнце в средней полосе, на юге можно притенять. Также они неплохо выносят и полутень. Но лучше, если полутень будет такая, что с утра до полудня, до обеда яркое солнце, потом можно уже затенение. В этом случае георгины цветут более насыщенно и обильно. Ямки выкопаны на глубину примерно 30 сантиметров на один штык лопаты. Как видите, никакой органики я не вносил. Если у вас есть хорошая органика, перегной, это будет отличным дополнением при посадке. Примерно в количестве, на такую посадочную ямку, примерно также около 1 лопаты хорошего перегноя или компоста было бы неплохо. Удобрение я добавлю чуть попозже, а сначала я хорошо полью посадочную ямку. Кошка пошла. Как вы видите, земля сухая, у нас уже давно не было дождей. Помните, что георгины влаголюбивые растения, их нужно часто поливать, поэтому имейте это в виду. Засуху они плохо переносят, также высокие температуры плохо переносят. Вот 10 литров воды я распределил на 3 посадочные ямки. Итак, аккуратно, чтобы не поломать ростки, они очень хрупкие. Опускаю корни клубень
посадочную ямку. Обратите внимание, посадка не глубокая. Над корневой шейкой до верхнего уровня земли сильно заглублять не нужно. Примерно 2-3, ну максимум 5 сантиметров заглубления для корня георгин вполне нормально. Глубоко не сажайте, иначе растение будет плохо развиваться. Георгин – теплолюбивое растение, в том числе корневая система любит тепло и влагу, и полив. Вот помните об этом. Глубоко посадите, будет плохо расти, потому что ниже температура у почвы плохо прогревается, особенно в условиях средней полосы Московской области. В более южных регионах сажать можно немного поглубже. Беру второй корешок и по аналогии с первым прикидываю, вот смотрю, немножко глубоковатая ямка, поэтому чуть-чуть здесь добавлю земельки. Ну, конечно, земля должна быть по возможности чистая, без сорняков. Вот так в самый раз. Далее я в обязательном порядке добавляю комплексное минеральное удобрение. Можно цветочное, можно органоминеральное, можно даже органические какие-то удобрения, бывают в гранулированном виде. Но лучше, конечно, удобрение цветочное, содержащее весь комплекс макро- и микроэлементов. Примерно на одну посадочную ямку я добавляю 1 столовую ложку удобрений. Можно использовать обычное удобрение с формулой 16, 16 плюс 16. 16 азота, 16 фосфора, 16 калия. Ну и, как говорил ранее, желательно, конечно, чтобы были еще микроэлементы. После того, как добавили удобрение, просто засыпаем корнеклубень грунтом. Я часто оставляю вот такой еще небольшой углубление при ямочек, чтобы при поливе вода не скатывалась, а опускалась именно в нижние слои почвы, там, где мы посадили корнеклубень георгина. Это оптимальный вариант. В дальнейшем потребуется, конечно, опора, когда растения достигнут примерно 30 сантиметров. Я выращиваю высокорослые георгины, которые достигают высоты 2 метров. Я их уже показывал в своих видео, можете посмотреть. Без опор их выращивать практически невозможно. От сильного ветра, дождя либо града они, конечно, разваливаются и падают. В отличие от низкорослых георгин, которые можно выращивать и без опоры. После посадки обязательно еще обильно поливаю сверху. Как минимум 3 литра воды нужно под растение вылить, а лучше 5 литров воды. Особенно если почва, вот как у меня, видите, быстро уходит вода, почва песчаная. Полив обязательно. Георгины любят воду. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.